1882 году началось строительство собора Святого Семейства. Собор должен был сооружаться на деньги от пожертвований. Этот принцип сохранен до сегодняшнего дня. После смерти Гауди строительство продолжается по макетам и планам, которые оставил сам архитектор. Будучи очень набожным человеком, Гауди задумал создать шедевр архитектуры, который бы стал воплощением Нового Завета. С 1918 года и до своей смерти в 1926 году знаменитый архитектор отказывался от всех заказов и целиком посвятил себя работе над храмом. Стиль собора восходит к готике, но сконструирован на основе линейной геометрии. В этом творении нашли свое наивысшее выражение знание и строительный опыт Гауди. Башни всех трех фасадов посвящены 12 апостолам, поэтому на них представлены такие регалии, как посох, крест и перстень. Всего по проекту предусмотрено 18 башен. Самая высокая, 170-метровая, представляющая Иисуса, другая для Девы Марии, 4 для евангелистов и 12 для апостолов. Согласно плану Гауди, базилика должна состоять из 3 фасадов – Вознесения Христова, Страсти Господних и Рождества Христова. При жизни архитектор успел построить лишь последний – фасад Рождества. Фасад Рождества Христова разделяется на 3 портала – надежда, вера и милосердие. Он содержит многочисленные украшения, элементы и скульптуры, изображающие сцены из библейской истории. На фасадах нет хаоса, только строгая система и порядок. Для каждого элемента отведено четко свое место. Каждое животное, растение, изображение несет смысловую нагрузку. А что же внутри? В этом вся задумка архитектора. Пространство внутри, в отличие от любого храма, изобилующего огромным количеством барельефов, картин, икон, скульптур, Гауди намеренно решил оставить пустым. Почти пустым. Большая часть символики была намеренно размещена снаружи на фасадах и видна абсолютно всем. По сути, фасады и являются собой грандиозные святые картины, посредством которых нам наглядно и убедительно рассказывают о святом семействе. Но вернемся к интерьеру. Все детали декора архитектор придумал и сделал сам, вдохновляясь изучением живой природы. Пространство внутри собора Гауди воспринимал как место для спокойных раздумий и молитвы, когда ничто не должно отвлекать от общения с Господом. Именно поэтому они не изобилуют содержимым. Колонны внутри храма построены так, чтобы выглядеть как деревья с извилистыми ветвями. Посмотрите, неф действительно воспроизводит идею леса из колонн, которые, как деревья, разветвляются, достигая свода. Отдельные колонны достигают 21 метра в высоту. Наряду со сводами витражи помогают также создать ощущение, что вы в волшебном лесу. Солнечный свет проходит сквозь них, как будто сквозь листья деревьев. Это место посещают как верующие люди, стремящиеся испытать духовное восхождение, так и туристы, которые хотят насладиться красотой этого архитектурного шедевра. Саграда Фамилия – один из самых значимых объектов мирового наследия и обязательный пункт для посещения при поездке в Барселону. Закончить возведение храма планируется в 2026 году, к столетию со дня смерти Гауди.